Привет, друзья! Сегодня сразу несколько тем, которые прямо влияют на будущее Германии и Европы. Почему тысячи сирийцев все еще остаются в Германии и не торопятся возвращаться домой? Как Гамбург превращается в крупнейший круизный центр Европы? Что стоит за решением ОПЕК увеличить добычу нефти? И какие неожиданные заявления сделал Иран о своей ядерной программе? Кроме того, автогиганты бьют тревогу из-за планов Европейского Союза по запрету двигателей внутреннего сгорания, а в самой Германии звучит резкая критика социальной политики и обсуждается будущее Бюргергельд. Все это в одном выпуске. Оставайтесь до конца, будет очень интересно. И поддержите канал подпиской и колокольчиком. Вместе мы сможем разбираться в самых важных последних событиях Германии и Европы. Итак, за первые 8 месяцев 2025 года из Германии добровольно вернулось в Сирию лишь 1867 человек, несмотря на запущенные государственные программы поддержки. Для сравнения, к концу мая этих возвращений было только 804. За 3 месяца новый показатель почти удвоился, но остается низким. Между тем, число заявителей на получение убежища от сирийцев продолжает оставаться высоким. С января по август 2025 года их подали 17 650 человек. Параллельно растет число тех, кто получает гражданство Германии. В прошлом году таких было 83 150, а данные за 2025 год пока недоступны. Представители партии Христианско-демократический союз ХДС считает, что причина в том, что первоначальный мотив для бегства – это режим Асада, он теперь исчез. Депутат Марк Херминган сказал, что экономическая выгода от пребывания в Германии не должна перевешивать желание вернуться и участвовать в восстановлении страны. Он отметил, цитата, «экономический стимул остаться не должен быть выше, чем заинтересованность в восстановлении Родины». Другой эксперт Александр Тром добавил, поскольку угроза, из-за которой люди бежали, устранена, само возвращение вполне законно и логично. Он подчеркнул, что это особенно актуально для недавно прибывших или плохо интегрированных людей, тогда как те, у кого есть работа и стабильное будущее в стране, уже вносят вклад в общество и остаются здесь. И еще одна интересная новость Германии. Гамбург активно превращается в один из ведущих круизных портов Европы. В прошлом году в его гавань прибыло около 266 круизных судов с общим числом пассажиров более 1,3 миллиона. Это рекордный показатель, который значительно превышает результаты предыдущих лет. При этом 85% пассажиров начинали или завершали свое путешествие именно в Гамбурге, что принесло значительную экономическую пользу местным отелям, ресторанам и магазинам. Ключевой вклад в рост внесло новое круиз-центр в Хафен-Сити, современный терминал с 2 причалами, предназначенный для обслуживания крупных судов, а также подключения к наземной электросети. Официальная церемония открытия этого терминала состоялась накануне выставки круизной индустрии, и уже в этом году там ожидается около 45 заходов судов, в следующем более 100. Общая ожидаемая нагрузка свыше 300 заходов в 2026 году. Гамбург – это один из пионеров в Европе по внедрению наземного электроснабжения для судов, что снижает загрязнение воздуха в портовой зоне. В прошлом году 129 заходов кораблей были обеспечены такой подачей энергии, а это всего часть от потенциального числа, с учетом 181 возможности подключения. Еще многое предстоит сделать. Кроме того, Гамбург активно работает над внедрением экологичных видов топлива, зеленого водорода, метанола и других альтернатив. Здесь уже ведутся тестовые поставки, однако рынок таких видов топлива пока еще не сформирован. И это еще не все. ОПЕК плюс решила еще больше увеличить объемы добычи нефти. С октября страны-партнеры, включая Саудовскую Аравию, Россию, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и другие, планируют ежедневно добывать на 137 тысяч баррелей больше. Ранее уже были отменены ограничения, которые выводились с рынка до 2,2 миллиона баррелей в день. Эта новая прибавка – это часть постепенного возвращения объема на прежний уровень. Интересно, что в сентябре добыча уже выросла на 547 тысяч баррелей в сутки, то есть темп роста теперь снизился, но он остается значительным. На фоне этих действий цены на нефть продолжают падать. Эксперты предупреждают, сейчас рынку поставляется значительно больше нефти, чем требуется, а это может привести к избыточному предложению и дальнейшему снижению стоимости черного золота.
Следующая неожиданная новость привлекает внимание. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, страна готова ограничить собственную ядерную программу и подвергнуть ее надежному международному контролю, но при одном условии – снятия экономических санкций. Это предложение прозвучало как жест доброй воли с целью возобновления диалога и восстановления доверия. Аракчи подчеркнул, сейчас открыто узкое временное окошко возможностей, и если им не воспользоваться, последствия могут быть разрушительными. Он обратился к ведущим европейским странам Франции, Германии и Великобритании с просьбой отступить от восстановления режима санкций и дать шанс дипломатии. Между тем, международные наблюдатели фиксируют, Иран продолжает отказываться от полного восстановления сотрудничества с инспекторами Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Доступ к ключевым объектам остается ограниченным, а запасы обогащенного урана по-прежнему вызывают тревогу. Европейцы уже запустили механизм снапбэк, возвращение к прежнему режиму санкций, если Иран не выполнит условия. Несмотря на жесткую риторику ряда лидеров, Аракчи предлагает вариант деэскалации. Он настаивает, обогащение урана – вопрос национальной гордости и важнейший аспект энергетической стратегии страны, от которых она не откажется. Однако готовность к реалистичному и устойчивому соглашению может открыть путь к снятию ограничений и стабилизации ситуации. И еще одна важная новость Германии, которая вызывает обеспокоенность у автопроизводителей. Ола Келениус, глава Mercedes-Benz и президент Ассоциации европейских автопроизводителей, призвал пересмотреть жесткий запрет на новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания ДВС, которые Европейский Союз планирует ввести с 2035 года. По его словам, промышленность нуждается в гибкости. Наряду с электромобилями должны иметь право на существование и гибриды, и эффективные современные ДВС, иначе поставлены под угрозу доверие потребителей и рабочие места. Келлиниус обратил внимание на то, что целая производственная цепочка электромобилей от добычи сырья до изготовления батарей зависит от ограниченного числа стран. И здесь у Европы пока нет собственной стратегии. Он подчеркнул, что для гарантии технологической независимости и экономической устойчивости важно развивать альтернативные направления, а не ориентироваться исключительно на одну технологию. Он также предупредил, жесткий дедлайн может вызвать ажиотажный спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания перед вступлением запрета, что приведет к резкому провалу автомобильного рынка сразу после 2035 года. Эксперт предложил стимулировать переход на электромобили через налоговые льготы и более доступную зарядную инфраструктуру, а не устанавливать исчерпывающие запреты. Но давайте посмотрим на новости с критикой правительства Фридриха Мерца. Немецкая экономистка Вероника Грим, входящая в совет экспертов при правительстве, резко раскритиковала социальную политику страны. По ее словам, Германия рискует оказаться на грани серьезного кризиса, если ничего не менять. Грим считает, что государство слишком много тратит на социальные выплаты, но при этом не проводит нужных реформ. Она предупреждает, если просто повышать налоги и взносы без изменений в системе, нагрузка на работающих людей будет только расти. Экономистка предлагает несколько шагов. Постепенно увеличивать пенсионный возраст примерно на год каждые 10 лет, реформировать пенсионную систему и больше опираться на личное накопление, а не только на государственные выплаты. Также она считает, что нужно подумать о сокращении некоторых социальных расходов, чтобы удержать финансы страны под контролем. По ее мнению, без таких мер Германия в ближайшие годы столкнется с серьезными проблемами в финансировании социальных программ. И в продолжение новости о социальных пособиях в Германии. Бербель Бас, министр труда Германии, объявила, что в 2026 году размер бюргергельд, пособия по социальной поддержке, останется прежним. Это уже вторая нулевая индексация подряд. Взрослые будут получать по 563 евро в месяц, дети от 357 евро до 471 евро в зависимости от возраста. Это следствие преждевременного увеличения выплат в 2024 году, когда они были повышены из-за инфляции, а затем рост цен снизился, поэтому выплаты зафиксированы на текущем уровне. Кроме того, министр пообещал ужесточить санкции для тех, кто без уважительной причины не приходит на назначенные встречи в центр занятости. Теперь при нарушении система предусматривает сокращение выплат, внимания, на 30%, тогда как раньше
Раньше штраф составлял лишь 10%. А если человек систематически отказывается работать, ему могут полностью отменить пособие. И здесь важно, пособия для просителей убежища будут увеличены примерно на 14 евро до 455 евро в месяц. Для этой группы нет юридической защиты от сокращений, поэтому ставки адаптируются более гибко. Бербельбас объясняет, цитата: «Мы помогаем людям вернуться в трудовую жизнь, но помощь должна сочетаться с ответственностью, иначе это несправедливо по отношению к тем, кто каждый день встает и работает». Также она отметила, что строгие санкции не приведут к значительной экономии. Тотальный отказ от сотрудничества составляет лишь небольшую часть получателей. Для реальной экономии нужны реформы, улучшение сопровождения, борьба с теневой занятостью и качественная подготовка к работе. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.